Всем привет! Меня зовут Камиль. Меня Ильнур. Сегодня первый выпуск нашего интерактивного проекта «Эволюция питания движения». Наш проект будет проходить на популярных в России и мире интернет-площадках ВКонтакте и Ютубе. Какова же цель нашего проекта? Цель номер один – это доказать, что начав с 30 лет заниматься своим здоровьем через физическую активность и правильное питание, можно активно улучшать свое здоровье и физическую форму. Цель номер два – провести практический эксперимент в популярных на текущий момент направлениях питания, такие как вегетарианство и сыроедение. Цель номер три – рассказать о простых упражнениях и тестах, которые помогут привести ваше тело в порядок, а также помогут определить слабые и сильные места вашего организма. Теперь коротко о том, как все будет происходить. Начнем мы с определением вашего и нашего физического состояния. Для этого будем проходить специализированные тесты. Тесты мы решили разделить на спортивные и базовые. Базовый может пройти любой человек, который хоть как-то занимается физкультурой. Спортивный может пройти человек, который активно занимается спортом. После прохождения этих тестов мы можем определить наше физическое состояние, и вы можете уже определиться с вашими целями для укрепления и улучшения вашего здоровья. В мире живет много вегетарианцев, что уже ставит под вопрос сам факт того, что без животных продуктов жизнь человека невозможна. Мы ставим себе задачу проверить, возможно ли на растительной пище активно прогрессировать и улучшать свою физическую форму. Если в ходе эксперимента окажется, что на растительной пище это невозможно, то мы постараемся найти баланс, который поможет достичь наших целей. Для наглядности разработан алгоритм, который покажет этапы нашего эксперимента. С алгоритмом вы сможете ознакомиться в альбомах нашей группы ВКонтакте. Эксперимент питания будет проходить плавно. В течение каждого этапа мы будем проводить тестирование нашего текущего физического состояния. Тесты для нас будут индикатором. Если в организме из-за изменения питания окажется дефицит каких-либо витаминов, минералов, аминокислот, то результаты теста после изменения питания окажутся хуже, чем до изменения питания. А это будет означать, что необходимо вернуться либо на предыдущий этап, либо внести корректировки в питание или тренировки. Все упражнения и тесты будут направлены на формирование функционального тела. Тренировка силы, выносливости, скорости и метаболизма. Возможно, будут использоваться дополнительные медицинские тесты и анализы. Решение по ним мы примем позже. Теперь коротко о нас. Мне 30 лет. Спортом никогда профессионально я не занимался. Последние 2 года я активно начал заниматься собственным здоровьем. Поэтому последние 2 года приучаю свое тело к физическим нагрузкам, так как понял, что залог здоровья – это движение и физические нагрузки. Рабочий день преимущественно провожу за компьютером. Мне 30 лет, я активно занимался спортом. 23 года покинул профессиональный спорт, но по сей день активно поддерживаю свою физическую форму, занимаюсь физкультурой. Рабочий день в основном провожу за компьютером. Подробно о нашем проекте вы сможете узнать в наших следующих выпусках. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, а следующее наше видео будет о первом базовом тесте «Заря». Всем пока!